Вы когда-нибудь задумывались, почему в мультфильмах Диснея так часто умирают родители? Мать Бэмби убивают охотники, отец Пиноккио ждет его внутри кита, сиротами остаются Белоснежка, Золушка, Симба, Маугли, почти все персонажи. Это не случайность, это ключ к пониманию человека, которого называли королем детских грез. Человека, который боялся взрослых, не доверял женщинам, запрещал называть себя боссом и настолько отчаянно пытался контролировать реальность, что построил идеальный мир. Сначала на пленке, а потом в настоящем парке. Сегодня будет история про человека, который дважды пытался свести счеты с жизнью, но вместо этого подарил миру Микки Мауса. Сегодня история Уолта Диснея. С вами Андрей Ремесленников. Не забывайте, что бизнес — это ремесло, ставьте лайки, подписку и делитесь выпусками в своих социальных сетях. Подкаст C-Level. Мысли в режиме SEO. Поехали! 5 декабря 1901 года в Чикаго в семье ирландского иммигранта Элиаса Диснея рождается четвертый сын, которого назвали Уолтер Элайас. Отец Уолтера человек жесткий, даже жестокий. Он не верит в ласку, не верит в искусство, верит только в работу и Библию. Детей он лупит ремнем за малейшую провинность. Все сыновья Элиаса покинут родительский дом в возрасте от 16 до 19 лет. Они просто не смогут вынести эту атмосферу страха и подчинения. Мать Флора, учительница немецкого происхождения, пытается смягчить атмосферу, но у нее не очень получается. Когда Уолту исполняется 4 года, семья переезжает на ферму в Марселин, штат Миссури. Для маленького Уолта это становится раем. Леса, луга, звери, но именно здесь случится то, что он запомнит на всю жизнь. Однажды, гуляя по лесу, он находит в кустах сову. Спящую, беззащитную, Уолт наклоняется, чтобы рассмотреть ее. И в этот момент сова, ослепленная дневным светом, просыпается, бьет крыльями и набрасывается на него. 7-летний ребенок в панике, он не знает, что делать, он начинает топтать сову ногами, пока она не перестает двигаться, а потом несколько ночей подряд рыдает в подушку от осознания мысли, что он убил животное. Биографы скажут потом, что именно в этот момент родился художник Дисней, тот самый, который будет наполнять свои мультфильмы сценами смерти и страдания. Но делать это так красиво, что зрители будут плакать и возвращаться снова. Гибель матери Бэмби, смерть Муфасы, печаль динозавров, фантазии – это все оттуда, из детской травмы, которую он переплавил в искусство. Рисовать Уолт Дисней начал рано. Денег в семье не хватало даже на бумагу и карандаши, поэтому маленький Уолт рисовал на песке перед домом. И однажды сосед купил у него рисунок лошади за 25 центов. Это был первый заработок художника. В 7 лет он уже рисовал комиксы и продавал их соседским ребятишкам. В 1911 году семья снова переезжает в Канзас-Сити. Отец покупает газетный маршрут. И 9-летний Уолт встает в 3 часа утра, чтобы разносить газеты. В любую погоду, каждый день, без выходных. Часть денег он оставляет себе на уроки рисования. В школе он рисует на полях тетрадей. Учителя ругаются, но ему абсолютно все равно. Рисование было для него единственным местом, где он был по-настоящему свободен. 1918 год. Америка вступает в Первую мировую. Уолту 16. Он горит желанием попасть на фронт, но военная комиссия признает его слишком юным. Тогда он подделывает дату в документах, мать Флора подписывает бумаги, но указывает настоящий год рождения. А Уолт собственноручно исправляет 1901 на 1900, становясь на год старше. В учебном лагере в Коннектикуте он знакомится с 15-летним парнем по имени Рэй Крок. Наверное, вы слышали это имя. Тот тоже подделал документы. Они служат в одной роте санитаров. Крок потом вспоминал: мы все входили в город, ухаживали за девушками. А этот странный мальчишка вечно сидел в углу и рисовал. Мы считали его чокнутым. Как говорят, планета круглая, а мир мал. Этого парня вы еще узнаете. Через 40 лет он создаст империю Макдональдс. В конце концов, Уолт попадает во Францию, но война заканчивается через месяц после его прибытия. Он начинает возить офицеров по Парижу, потом доставляет гуманитарную помощь в разрушенные районы. На своей машине он рисует карикатуры, а из трофейных немецких касок делает сувениры, расписывает их, добавляет искусственные пулевые отверстия и продает американским солдатам. Деньги он отсылает домой. Там, во Франции, он впервые пробует сигареты, и именно с этого момента он будет курить по 3 пачки в день до конца своей жизни.
Вернувшись домой, он разыгрывает мать, привозит маленькую коробочку, говорит, что это сувенир с поля боя. Флора открывает крышку и в ужасе отшатывается. Внутри отрубленный палец. Уолт хохочет. Это его собственный палец, просунутый в дырочку на дне коробки и смазанный йодом. Отец зовет его на фабрику. $25 в неделю, стабильность, верный кусок хлеба и возможность прокормить себя. Но Уолт говорит: «Я хочу быть художником». Элиас качает головой и говорит ему, что так прокормить себя не получится, рисование ему не поможет. Уолт уезжает в Канзас-Сити с твердым намерением стать карикатуристом. В Канзас-Сити 1919 года он устраивается в рекламную студию. Там он встречает парня, который изменит его жизнь. Абба Айверкса. Айверкс – гений. Он умеет рисовать не только виртуозно, но и с невероятной скоростью. За 2 недели он мог в одиночку сделать мультипликат для целого фильма, около 700 рисунков в день. Они становятся неразлучны. Уолт – идейный вдохновитель, продавец и стратег, Абб – рука, которая переносит идеи на бумагу. Они вместе открывают первую фирму, делают короткие мультфильмы, совмещая живых актеров с анимацией. Дела идут неплохо, но Дисней не умеет считать деньги, и в 1923 году компания банкротится. Уолт остается с пустыми карманами, но с чемоданом идей. Он покупает билет до Лос-Анджелеса. В кармане $40. В Лос-Анджелесе живет его старший брат Рой, больной туберкулезом, но верящий в младшего брата. Они снимают гараж у дяди и открывают студию Disney Brothers. Первые годы они выживают за счет сериала про Алису. Потом придумывают кролика Освальда. Освальд становится популярным, Дисней радуется, и тут случается удар, который определит все. Дистрибьютор Чарльз Минц вызывает Уолта в Нью-Йорк и говорит ему: «Мы будем платить меньше. И знаешь что? Освальд теперь наш. По контракту права на персонажа принадлежат нам. И вообще, твои аниматоры уже согласились работать на нас напрямую». Дисней возвращается в поезде раздавленный. У него отняли все. Персонажа, команду, будущее. В этот момент в нем что-то перещелкивает. Он дает себе слово, что больше никто и никогда не отнимет у него то, что он создал. В поезде он придумывает нового персонажа, мышонка. Называет его Мортимер. Дома его ждет жена. Так вот, он приходит домой и говорит: «Я придумал мышонка» с названием Мортимер. Лилиан морщится: «Мортимер слишком пафосно, сделай имя проще. Например, Микки». Так родился Микки Маус, которого, кстати, нарисовал не Уолт, а Абб Айверкс. Но пока что Микки не мой, а в кино уже пришел звук, и Дисней пытается сделать невозможное – синхронизировать анимацию со звуком. И 18 ноября 1928 года у него это получается. Запускается «Пароходик Вилли» – первый звуковой мультфильм. Приглашенные гости сидят в зале, а в соседней комнате сотрудники в прямом эфире озвучивают героев. Дисней вспоминал: «Эффект был подобен электрическому шоку, успех просто оглушительный». Но, как всегда бывает, чем громче успех, тем острее становятся конфликты. Айверкс чувствует, что его заслуги замалчиваются. В мультфильмах не принято было указывать имена художников, только наименования студии. Весь мир думает, что Микки придумал и нарисовал Уолт Дисней. Айверкс задыхается от недоумения, и тут, как назло, появляется новый хищник, дистрибьютор Пат Пауэр. Он переманивает Айверкса, обещает золотые горы и надувает студию Диснея на $150 тысяч авторских отчислений. Для Уолта это был двойной удар. Лучший друг, гениальный художник, его правая рука уходит к врагу. Лилиан находит мужа без сознания. Это была его первая попытка самоубийства. Он наглотался снотворного, и врачи промывают ему желудок, и кое-как им удается спасти ему жизнь. И, как ни странно, это была не единственная попытка. В 1931 году, когда кризис ударит снова, история повторяется. Айверкс уходит и создает своего персонажа, лягушонка Флипа, очень похожего на Микки. Но без Диснея его талант гаснет. Анимация у Айверкса безупречна, но сюжеты просто пустые. Он делает ставку на производство, а не на истории. Флип проваливается. Студия Айверкса протянула только 5 лет.
1940 году Айверкс вернется в Дисней, но уже не как партнер, не как звезда, а как рядовой аниматор. И представляете, насколько это унизительно. Человек, который нарисовал Микки Мауса, сидит в общей комнате и рисует второстепенных персонажей. Уолт принял его обратно, но держал уже на расстоянии. Тот пакет акций Дисней, от которого Айверкс отказался, уходя к Пауэру, в 1990 году стоил бы $500 миллиарда. Только задумайтесь об этом. И вот тут я хочу остановиться, потому что это не просто история про деньги, это история про характер. Слабый человек смиряется с обстоятельствами. Он говорит, так сложилось, не повезло, пойду туда, где полегче. Он в итоге преклоняется перед трудностями, принимает их как данность и постепенно убивает в себе то главное, то самое важное, свое «я». Айверкс гений, человек, который держал в руках кисти, создавал магию, но когда пришлось выбирать между гордостью и делом, он выбрал гордость. А когда гордость привела к краху, ему пришлось вернуться и согласиться на роль статиста. Он был сломлен, он принял условия игры, в которых уже не мог выиграть. И знаете, что отличает сильного? Сильный не позволяет обстоятельствам стереть себя. Он может упасть, да, пусть 100 раз, но он не встает на колени, не просит «возьмите меня обратно, я буду тихо сидеть в углу». Он ищет новый и новый способ, чтобы быть собой. И это то, о чем нам с вами стоит подумать. И то, чему учит Дисней. Но вернемся к истории. 1930-е годы. Студия растет. Дисней нанимает лучших, но работать с ним просто ад. Давайте я расскажу вам несколько историй, чтобы вы могли представить, каково это было работать с Уолтом. Вы аниматор и рисуете по 14 часов в сутки. Вы вкладываете душу во все сцены. И вот сцена, где Белоснежка гладит гномов. Вы берете, приносите Уолту. Он сидит в темноте, смотрит и молчит. Потом тихонечко встает и говорит вам: она гладит их, как курица лапой. Нет материнской нежности. Переделай. Вы переделываете неделю. Он снова смотрит, она слишком молода, она же сама ребенок, сделает движение неуклюжим. И так могло продолжаться до бесконечности. Уолт не говорил это гениально, он говорил только это не работает или это неправильно. Страх и неуверенность были его главными мотиваторами. Глен Кин, легендарный аниматор, вспоминал рассказы стариков. Уолт мог подойти к мольберту, взять ластик, стереть нос персонажу, над которым вы сидели 2 дня, и уйти, не сказав ни слова. И ты должен был сам догадаться, в чем же дело. Как любой менеджер, Уолт помимо этого переживал и различные смены парадигмы мышления. И в начале 30-х Уолт практиковал бонусы. 20% от прибыли за удачный фильм. Но к 1936 году он прочитал какую-то книгу по психологии и решил, что коллективные бонусы развращают. Он ввел индивидуальные надбавки за заслуги. Начал сам решать, кто достоин, и в частном порядке добавлял $5-10 в неделю. Дьявольская ловушка. По закону Вагнера сверхурочные в полуторном размере платили тем, кто зарабатывает меньше $40 в неделю. И как только Уолт поднимал художнику зарплату выше этой планки, компания освобождалась от уплаты переработок, а люди работали по 14 часов. Уолт считал это справедливой платой за привилегию быть лучшим. В 1940 году они переехали в новую студию в Берманке. Уолт построил идеальный город для художников. Спортзал, парикмахерская, столовая, но с нюансом. Ведущие аниматоры ходили в отдельную столовую с белыми скатертями и официантами. У них были отдельные парковочные места с именами и отдельные туалеты, куда не могли зайти простые фазовщики и заливщики. Уолт искренне считал, что талант нужно лелеять и выделять. Он искренне не понимал, почему человек, который просто закрашивает контуры, должен чувствовать себя равным тому, кто придумывает характер. Рай для избранных и ад для остальных. Интересный факт, что в этой же студии существовало жутковатое место. Подземный коридор, соединяющий здание анимации со зданием покраски. Там внизу находился архив, куда свозили все законченных проектов. Целлюлоиды, концепт-арты, эскизы. И Уолт хотел, чтобы это было хранилище опыта, куда аниматоры могли приходить за вдохновлением. Но художники прозвали это место моргом, потому что там лежали трупы их старых идей. Название прижилось и просуществовало до 1989 года. Есть и еще одна интересная история. В 1938 году, через 6 месяцев после триумфа Белоснежки, Уолт устраивает для сотрудников полевой день, на
курорте в Палм-Спрингс. Должен был быть день спорта и приличный ужин. Но так совпало, что аниматоры в основном холостые парни под 30. Отдел чернил и красок – молодые одинокие девушки. И алкоголь парился рекой. К вечеру все вышло из-под контроля. Девушки начали прыгать в бассейн в одежде. Потом одежда стала опциональной. Кто-то въехал на арендованной лошади прямо в вестибюль отеля. Аниматор Фред Мур так напился, что выпал из окна второго этажа. Его спас куст. Очевидец вспоминал, что люди напивались и часто удивлялись, в какой комнате они находились и с кем спали рядом, когда просыпались на следующее утро. Некоторые супружеские пары, говорят, даже обменивались партнерами. Уолт с Лилиан уехали рано утром, и о вечеринке он больше никогда не вспоминал. А бонусы за Белоснежку оказались совсем не такими, как все ждали. Деньги ушли на строительство новой студии в Берманке, той самой с отдельными туалетами. Многие считают, что именно эта ночь стала началом конца семейной атмосферы в студии. Именно 28 мая 1941 года это произошло. Пятница, жара под 40 градусов, и около 1200 сотрудников студии не зашли внутрь. Они собрались у ворот с плакатами «Дисней – это феодал. Нам нужна не магия, а справедливость». Если оценивать ретроспективно, то можно сказать, что забастовка зрела годами. Унижения копились, отдельные туалеты, бесплатные переработки, невозможность создать профсоюз. В 1938 году Дисней уволил зачинщиков профсоюзного движения под надуманными предлогами. Но студия продолжала расти, и управлять и контролировать всех было уже невозможно. В 1941 году аниматоры потребовали признать профсоюз официально. Уолт собрал собрание, вышел на сцену и сказал: «Я всегда относился к вам как к партнерам, а теперь вы приходите с этими профсоюзными штучками. Профсоюзы — это коммунисты, они разрушат нашу семью». Он говорил искренне, для него это было личное предательство. И 5 недель пикетов. Главным лицом забастовки стал Арт Бэббит, гениальный аниматор, создавший Герри Кашалота в «Пиноккио» и танцующих слонов в «Дамбо». Он выходил к воротам с мегафоном: «Не работайте на этого эксплуататора». Дисней ненавидел Бэббита лютой ненавистью, не просто как оппонента, а как символ предательства таланта. Как мог человек, которого он вырастил, выйти против него? Забастовка закончилась в июле. Под давлением федеральных властей Дисней признал профсоюз. Формально победили рабочие, но настоящая война была впереди. Через несколько месяцев Уолт вызвал Бэббита и сказал ему прямо: «Ты уволен». Тот спросил: «За что? За мою работу?» Дисней ответил: «Нет, за твою глотку». Бэббита вышвырнули и десятки других активистов. Кому-то пришлось уйти из профессии навсегда. И именно с этим внутри студии умерло что-то важное. Лучшие ушли, атмосфера братства исчезла навсегда, а Уолт остался один. Он больше никогда не доверял сотрудникам. Но череда неприятностей на этом для Уолта не заканчивается. В 1938 году Белоснежка принесла братьям Дисней настоящие деньги. Уолт и Рой купили родителям дом в Лос-Анджелесе, неподалеку от новой студии в Берманке. Красивый дом с современными удобствами. Через некоторое время в доме произошла утечка газа. Неисправный обогреватель. Флора Дисней, мать Уолта, задохнулась во сне. Уолт винил в этом себя до конца жизни. Это он купил этот дом, и он должен был проверить обогреватель. Но он этого не сделал. После этого в мультфильмах Диснея появляется навязчивый мотив – смерть матери. Бэмби теряет мать, Дамбо разлучает с матерью, Пиноккио ищет отца, мать отсутствует, Белоснежка, Золушка, сироты. И продюсер Дон Хан, работавший над Королем Львом, позже признает 2 причины, почему у диснеевских героев нет родителей. Первая – это практическая. Так персонажи быстрее взрослеют, и личная трагедия самого Уолта. Дисней никогда не говорил об этом публично, но он рисовал эту боль снова и снова. Спустя время у Уолта появляется новая страсть – миниатюрная железная дорога, которую он построил у себя на участке. Он катает гостей, чинит паровозики, возится с механизмами. Дорога включает мосты, стрелки, петли и даже туннель, который Уолту пришлось построить, когда жена запретила прокладывать рельсы через ее цветник. Это было похоже на счастье, но на самом деле это была репетиция. В 1950-е Дисней задумывает то, что брат назовет глупостью. Парк аттракционов по мотивам его мультфильмов. Лилиан его отговаривает и говорит ему прямо, что это попросту нас разорит, но он не слушает. Он продает все, закладывает страховку, занимает ту студию. Телевидение дает деньги в обмен на программу.
Кое-как 17 июля 1955 года открывается Диснейленд. День открытия называют «Черным воскресеньем». Асфальт плавится, в туалетах очереди, в кафе кончилась еда, фальшивые билеты, пресса издевается, но Уолт не спит ночами. Он живет в маленькой квартирке над пожарной станцией на Мейн-стрит. Лампа в огне горит всегда, знак для сотрудников, что хозяин на месте. Через год Диснейленд становится главной достопримечательностью Калифорнии. Уолт создал мир, который полностью контролирует. Там чисто, там безопасно, там служащие улыбаются и не спорят. Им запрещено говорить гостям слово «нет». Запрещено указывать пальцем, запрещено носить усы и бороды. Уолт лично ввел этот запрет в 1955 году. Ему казалось, что усы выглядят неряшливо. Правило, на минуточку, просуществует более 50 лет и будет отменено только в 2012 году, да и то частично. Диснейленд был не парком, это антитеза реальности. Это мир, каким он должен был быть в фантазиях Уолта Диснея. Но, к сожалению, все будущие планы Уолта Диснея не удается реализовать. Особенно его проект Эпкот – экспериментальный город будущего, где люди должны были жить под куполом, без преступности, без грязи и без хаоса. В ноябре 1966 года врачи находят рак левого легкого. Операция не помогает. 15 декабря 1966 года Уолт Дисней умирает в больнице Святого Иосифа в Бербанке. Ему на тот момент было 65 лет. И даже тут есть интересная легенда, самая живучая из всех. Кто-то пустил слух, что Дисней завещал заморозить себя в криокамере и разморозить только когда научится лечить рак. К сожалению, это неправда. Его кремировали через 2 дня. Пепел покоится на кладбище Форест Лаун в Лос-Анджелесе. Но легенда живет, и вы, наверное, спросите, почему. А все потому, что люди не могут поверить, что человек, создавший вечное детство, мог просто умереть. Его жена Лилиан переживет его на 31 год. И ровно через 31 год, день в день, 15 декабря 1997 года, у нее случается инсульт. И на следующий день она уйдет вслед за ним. На этом заканчивается небольшая история Уолта Диснея. Точнее, небольшая по времени, но очень большая для всех нас. И знаете, что самое грустное? Дисней запрещал своим дочерям смотреть его мультфильмы. Он боялся, что они отреагируют не так, и это его раздавит. Он никогда не брал жену на Оскар из-за суеверия. Он боялся публичных выступлений, хотя его обожала вся Америка. Он был тираном, гением, ребенком и стариком одновременно. Он построил империю на слезах и смехе миллионов детей, но сам так и не смог остановиться и просто порадоваться тому, что сделал. Он всю жизнь убегал от того мальчика с окровавленными руками, который плакал над убитой совой. От чувства вины за смерть матери, от унижения, когда отняли Освальда, от предательства лучшего друга. Он пытался зарисовать эту боль, залить ее краской, заглушить музыкой, но не получилось. Но получилось другое. Каждый раз, когда вы включаете ребенку Короля Льва, каждый раз, когда смотрите в очереди в Диснейленде, каждый раз, когда слышите этот голос Дональда Дака, вы размораживаете его. Он снова живой, и он остался в истории. Но подводя итог всей этой истории, давайте посмотрим на Айверкса. Это был гений, человек, который держал в руках кисть и создавал магию. Тот самый парень, который нарисовал Микки Мауса таким, каким мы его знаем. И что с ним стало? Он не смог стать системным предпринимателем. Он не выстроил фабрику грез, он просто хотел рисовать. И когда пришлось выбирать между гордостью и делом, он выбрал гордость. Ушел, прогорел и потом вернулся. Сел в общую комнату рисовать второстепенных персонажей. Уолт и Айверкс — это 2 полюса, 2 человека с одним стартом. Один несгибаемый, упертый, одержимый, который падал, вставал, да, пытался, но не сдался. Второй — это гений, который сломался, когда стало трудно, который выбрал покой вместо борьбы, который сказал, ну, так сложилось. Слабый человек смиряется с обстоятельствами. Он говорит, обстоятельства сильнее меня. Он преклоняется перед трудностями, принимает их как данность и постепенно убивает в себе то главное, что делало его им. Сильный же создает обстоятельства сам. Я во всех выпусках, кто слушает меня давно, говорю одну и ту же фразу. Бизнес — это ремесло. И в эту фразу на самом деле я вкладываю очень много. Это не про то, как считать деньги, это про то, что нужно каждый день, несмотря ни на что, оттачивать свое мастерство. Быть предпринимателем — это такой же навык, как рисовать, как играть на скрипке, как точить ножи. Чем раньше вы начнете, тем больше ошибок сделаете в начале, и тем острее будет ваш инструмент потом.
Уолт Дисней начал с банкротства, потом у него украли персонажа, потом он пытался себя, потом его предал лучший друг, потом полстудии вышла на забастовку с плакатами «Дисней эксплуататор», потом умерла мать, потом врачи нашли рак, но он не сдавался ни разу. Айверс же сдался один раз, и этого хватило. Поэтому если вы слушаете этот выпуск и думаете, а не поздно ли мне начинать свое дело, а вдруг не получится, а вдруг кинут, посмотрите на этих двоих. Один умер королем, второй умер статистом. Разница только в одном. Первый шел вперед, несмотря на то, что другие говорили, что это его погубит. Поэтому не откладывайте возможность сделать то, что вы хотите. Идите смело навстречу трудностям, потому что трудности — это единственное, что отличает сильного от слабого. С вами был Андрей Ремесленников, подкаст C-Level мысли в режиме SEO. И не забывайте, бизнес — это ремесло, и оттачивать его нужно каждый день. Услышимся в новых выпусках. До скорых встреч!